Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый цветочный элемент. Для работы нам понадобится моточек пряжи и крючок. Начинаем работу с 12 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вводим крючок в первую воздушную петелечку и выполняем соединительную. Наше с вами колечко готово, и мы можем перейти к выполнению первого ряда. Для этого мы выполняем одну воздушную петлю подъема и в наше колечко будем провязывать 23 столбика без накида. Выполняем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Всего у нас должно получиться 23 столбика без накида. После того, как мы провязали 23 столбика без накида в колечко, мы завершаем наш круговой ряд. Вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Круговой ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд — это у нас с вами будет основа для наших лепесточков. Мы выполняем одну воздушную петлю подъема и далее вяжем арочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее выполняем 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой и общим основанием. Выполняем 2 накида на крючок, пропускаем вершинку одного столбика и вершинку следующего вводим крючок и выполняем столбик с 2 накидами незавершенный. И сюда же выполняем еще один столбик с 2 накидами незавершенный. Теперь все петелечки на крючке провязываем вместе. Далее вяжем арочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. И теперь будем вязать 2 столбика с 3 накидами с общей вершинкой и общим основанием. Выполняем 3 накида на крючок, пропускаем 2 столбика, вершинку третьего вводим крючок и провязываем столбик с 3 накидами незавершенный. Первый провязали, и теперь провязываем сюда же второй. Выполнили. Теперь все петелечки на крючке провязываем вместе. Далее опять выполняем арочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. И выполняем 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой и общим основанием. Пропускаем 2 столбика в предыдущем ряду, вершинку третьего вводим крючок и провязываем 2 столбика с 2 накидами. Провязали. Теперь 3 петелечки на крючке провязываем вместе. Выполнили. Далее мы с вами выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем вершинку одного столбика, вершинку следующего вводим крючок, выполняем столбик без накида. Мы с вами выполнили вот такую основу для наших лепесточков. И теперь нам нужно пройти столбиками без накида до начала нашего ряда. Столбики без накида мы с вами будем провязывать в колечко.
при этом обхватывая первый ряд наших столбиков без накида. Всего мы выполняем 11 таких столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и последний 11 столбик без накида, провязанный в колечко. И теперь мы завершаем наш круговой ряд, вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен. И вот такой элемент у нас получается. Мы можем приступить к выполнению наших лепесточков. Обратите внимание, над столбиками с 2 накидами у нас будет малый лепесток. Над столбиками с 3 накидами у нас будет большой лепесток. Малых у нас с вами должно получиться 2 лепесточка и 1 большой лепесток. Приступаем к выполнению. Под арочку из 4 воздушных петель вводим крючок и провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее вводим крючок в вершинку наших столбиков, провязанных вместе, и выполняем соединительную. И приступаем к выполнению малого лепесточка. Обратите внимание, лепесточек у нас будет состоять из 2 частей. Первая часть с этой стороны будет вязаться, а вторая часть с противоположной. И приступаем. Выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Выполнили 4 воздушные петелечки. Теперь работу разворачиваем так, чтобы нам было удобно с вами вязать под этот столбик с 2 накидами. Разворачиваем и выполняем 3 столбика с 2 накидами, незавершенные. Вяжем первый столбик с 2 накидами, незавершенный, второй столбик с 2 накидами, незавершенный, и третий. Связали. Далее вяжем 4 столбика с 1 накидом, незавершенные. 1, 2, 3 и 4. Выполнили 4 столбика с 1 накидом, незавершенные. И теперь нам нужно выполнить еще 1 столбик с 1 накидом, незавершенный. Но обратите внимание, я выполняю накид, ввожу крючок с изнаночной стороны нашего элемента и провязываю столбик с 1 накидом. Давайте я разверну, и вы увидите вершинку столбика без накида, куда мы провязывали наши 2 столбика с 2 накидами, которые у нас являются основой для лепесточка. Выполнили. И теперь аккуратненько, не спеша, мы с вами будем провязывать по 2 петли. Захватываем рабочую нить, провязываем 2 петелечки. И теперь по 2 петли будем вязать до того момента, пока у нас на крючке не останется 1 петля. Вот таким образом. Выполнили. Давайте остановимся и посмотрим. Одна часть нашего лепесточка готова. И теперь мы можем приступить к выполнению противоположной части. Выполняем точно так же 3 столбика с 2 накидами, незавершенные. Первый столбик с 2 накидами, второй и
третий столбик с 2 накидами незавершенный. Выполнили. Далее 4 столбика с 1 накидом незавершенные. Первый, второй, третий, четвертый. Выполнили. И нам остается выполнить 1 столбик с 1 накидом в столбик без накида, куда уже мы с вами провязали столбики с 2 накидами и с 1 накидом. И теперь провязываем по 2 петелечки. Точно так же, как и мы выполняли на противоположной стороне. И завершили нашу работу. Я немножечко остановлюсь, и мы с вами посмотрим. Вот такой малый лепесточек у нас с вами готов. Так он выглядит по изнаночной стороне. И так он смотрится по лицевой стороне. Нам остается с вами выполнить 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Развернуть нашу работу. И ищем. Вот наши 4 воздушные петли. Мы ищем самую верхнюю, 4-ю, вводим в нее крючок и выполняем соединительную. И вот такая остренькая вершинка нашего лепесточка получилась. И теперь для того, чтобы перейти к выполнению следующего большого лепестка, нам необходимо выполнить 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вводим крючок под арочку из 6 воздушных петель и выполняем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее вводим крючок в вершинку наших столбиков с 3 накидами и выполняем соединительную. Теперь мы можем приступить к выполнению большого лепестка. Для большого лепесточка мы выполняем сначала 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же будем выполнять сначала эту сторону нашего лепестка, а затем противоположную. Берем поудобнее и под столбик с 3 накидами будем провязывать сначала 3 столбика с 3 накидами незавершенные. Выполняем первый столбик с 3 накидами, второй и третий. Провязали. Далее выполняем 3 столбика с 2 накидами незавершенные. Первый столбик, второй и третий. И нам осталось выполнить 3 столбика с 1 накидом незавершенные. Первый, второй и третий. Выполнили. Далее, точно так же, как и в малом лепесточке, мы выполняем накид на крючок и вводим крючок с изнаночной стороны в наш столбик без накида, куда мы провязывали столбики с 3 накидами. Я выполню столбик с накидом незавершенный. Теперь разверну работу, и мы посмотрим, куда мы провязывали наш столбик. Вот эта вершиночка. Мы только провязывали с вами по изнаночной стороне. И теперь будем выполнять наш лепесточек. Провязываем по
2 петли аккуратненько, не спеша, пока на крючке у нас с вами не останется 1 петелечка. Вот таким образом. Выполнили. Давайте развернем работу и посмотрим. Вот одна часть лепесточка у нас с вами готова. И мы можем приступить к выполнению противоположной части лепестка. Для этого мы опять же разворачиваем работу и выполняем 3 столбика с 3 накидами незавершенные. Провязываем первый, второй и третий столбик. Выполнили. Далее выполняем 3 столбика с 2 накидами незавершенные. Первый, второй и третий. И теперь 3 столбика с 1 накидом незавершенные. Первый, второй и третий. Выполнили. Далее выполняем накид на крючок и вводим крючок в вершинку столбика без накида, куда мы с вами провязывали столбики с 3 накидами. Выполняем недовязанный столбик с 1 накидом, и теперь все петелечки на крючке провязываем по 2, пока у нас на крючке не останется 1 петля. Внимательно, аккуратненько, не спеша выполняем такой прием. И вот наш с вами лепесток. Мы остановимся. Почти готов. Нам осталось выполнить 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем работу. Ищем нашу воздушную петлю, самую верхнюю из 5, и выполняем ее соединительную. Далее мы выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И под арочку из 6 воздушных петель выполняем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее выполняем соединительную вершинку наших столбиков. И можем приступить к выполнению малого лепестка. Перед тем, как приступить к выполнению малого лепестка, мы остановимся с вами и посмотрим, что у нас получилось. Мы выполнили малый лепесток и большой. Так наш элемент смотрится по лицевой стороне, и так он смотрится по изнаночке. Так, лепесточки вы можете поправить. И теперь для того, чтобы выполнить малый лепесток, нам нужно выполнить 4 воздушные петли. Выполнять все точно так же, как мы с вами выполняли в начале нашего ряда. То есть так, как мы выполняли с вами малый лепесточек. Мы с вами завершили выполнение нашего малого лепестка. Выполнили соединительную петлю в 4-ю воздушную петельку. И теперь выполняем 3 воздушные петли. Вводим крючок под арочку из 4 воздушных петель и выполняем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вводим крючок в вершинку столбика без накида предыдущего ряда и выполняем соединительную. Нить можно
оборвать. А мы с вами посмотрим, что у нас получилось. Вот такой элемент у нас красивый получился, аккуратный. Так он смотрится по лицевой стороне. И так он смотрится по изнаночке. Центр нашего элемента вы можете украсить бусинкой. Вы также можете выполнить рачий шаг над столбиками без накида и центр элемента украсить вязаной серединкой, которую вы сможете найти на нашем сайте cheru.ru в теме «Отдельные элементы крючком», урок номер 7. Творческих вам успехов!